Привет всем любителям археологии! Пока ведется работа над следующим выпуском, который будет посвящен Михаилу Михайловичу Герасимову, знаменитому археологу и антропологу, мы решили вас порадовать интересными новостями, ведь при всем нашем желании они не смогут войти в основной выпуск. Так что располагаемся поудобнее и начнем. На третьем месте находки из Египта, а точнее древние саркофаги. Обнаружено было их 59 мест. Обнаружение Саккара – это древний некрополь, где хранили вельмож и жрецов. Собственно, им и принадлежали саркофаги, как предполагают ученые. Сохранность поразительная. Росписи, которые их украшали, были сделаны охрой и египетской лазурью. Изображения не потеряли яркость и четкость. Прекрасно видны иероглифические надписи. Кроме саркофагов, также было найдено 28 статуэток бога Пта Саккара, главного божества некрополя. Именно поэтому некрополь и носит такое название. Сколько тысяч лет мумиям? Им 2600 лет. Эпоха 26-й династии правителей Египта. Египетские власти решили построить даже новый музей недалеко от знаменитых пирамид. В нем теперь будут храниться найденные артефакты. Великий египетский музей, так он будет называться. Он еще, конечно, не открыт, но в скором времени туда поместят найденные 59 саркофагов из Саккары и еще 30 из Луксора. На втором месте следы древних людей, найденных в Танзании, в Восточной Африке. Это именно окаменевшие следы, которые принадлежат предкам Homo sapiens. В Танзании, особенно вблизи вулкана Олдуине-Ленгай, находят множество следов древнего человека, и это неудивительно, ведь именно Восточная Африка считается колыбелью человечества. Последняя находка была сделана на берегу озера Натрон. Исследователи считают такие следы очень важными, так как позволяют изучить модели социального поведения наших предков. На берегу были найдены в основном женские и детские следы. О чем это может говорить? О том, что здесь ученые обнаружили доказательства разделения труда, например. Пока мужчины были на охоте, группа женщин и подростков отправилась собирать все, что можно употребить в пищу, то есть занимались собирательством. Следов было найдено около 400, они были оставлены около 19 тысяч лет назад. Однако, чтобы они не были стерты с лица Земли временем или воздействием человека, следы были отсканированы в 3D, а вокруг них были построены защитные ограждения. На первом месте захоронение из Хакасии, Южная Сибирь, Россия. Там было обнаружено необычное погребение, которому около 2500 лет. Мужчина и женщина похоронены вместе с грудным младенцем, а в ногах останки пожилой женщины, предположительно служанки. Что же в этом необычного, скажут некоторые. А необычно то, что молодая женщина была похоронена как воин с коротким мечом акинаком, который был предназначен исключительно для ближнего боя. Такой же имелся и у мужчины. Захоронение относится к тагарской археологической культуре, и очень часто в погребение к женщинам этой культуры клали лук и стрелы. Это было нормой в скифских племенах, а именно к скифской историко-культурной общности относились тагарцы, но лук и стрелы – это не меч. Однако, если вспомнить легенды об амазонках, а также родственное племя сарматов, где были сильны матриархальные традиции, то все встает на свои места. Археологи предполагают, что пара вместе с маленьким ребенком погибла от какой-либо инфекции, так как никаких повреждений на останках не обнаружено. Служанка либо умерла вместе с ними, либо последовала за ними, дабы на том свете помогать своим хозяевам. На этом у меня все. Не забывайте подписываться. А с вами была Оксана Суслова. До новых встреч!